Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні пропоную вам рецепт смачної гарбузової манки. І якщо ви таку кашу ще не варили, то дуже рекомендую. Продукты самые обычные. Их точный вес я укажу в рецепте, найдете его под видео в описании. На канале уже есть рецепт очень вкусной манной каши. Ссылку на ее приготовление я оставлю в описании над рецептом. Она с добавлением яйца и ванильного сахара. Здесь эти продукты я не добавляю. Только молоко, соль, сахар и, конечно же, еще сливочное масло. В первую очередь надо сушить тыкву, по-нашему гарбуз. Ее вес в рецепте укажу уже в очищенном виде. Понадобится 600-650 грамм. Вот так вот небольшими кусочками, чтобы быстрее стушилась. И посуду для каши подберите правильно. Она должна быть с двойным или толстым донышком, чтобы все тушилось, варилось и не подкарало. Добавляю 50 мл воды. 2 чайные ложки сахара. Из общего количества берите его по своему вкусу. 2 или 3 столовые ложки всего. Все, ставлю на маленький огонь. Пусть тушится до готовности. А я пока быстренько отвечу на ваши вопросы. Вы чаще всего спрашиваете за ковшик и сковородку из нержавейки. Я в прошлом видео жарила на ней пирожки. Вот этот маленький ковшик, слив на 2 стороны, что очень удобно. Двойное донышко, толстая нержавейка, тяжелая. Какая фирма, кто производитель? Это фирма Тескома. Я часто отвечаю в комментариях. Тескома Прима. К нему тоже есть крышка с отверстиями. Ковшик и сковородку я не покупала отдельно. Все это из набора кастрюль. Кстати, к сковородке подходит крышка из большой кастрюли. В наборе их 4 штуки разного объема. В самой большой 7 литров я варила холодец. Она тоже есть на видео. Тушила повидло. Тоже все отлично варится, тушится, ничего не подкарает. Этот набор уже старенький, ему больше 13 лет. Точно не скажу, может быть даже 15. Но при правильном уходе за посудой она прослужит и дольше. Смело могу рекомендовать, посуда хорошая. Если думаете, какую купить, можете выбрать эту фирму. Это не реклама, а просто отвечаю на ваши вопросы. Поэтому ссылку на этого производителя, на посуду под видео не ищите. Прошло 20 минут. Вот такие вот мягкие кусочки легко раздавливаются лопаткой, поэтому можно взять толкушку для картошки и перетолочь в пюре. Этот сок я не сливаю. Но если есть погружной блендер, так будет намного быстрее. Все это хорошо перебиваю. Вот такое получается пюре. Однородное, не жидкое, не густое. И оно уже само по себе очень вкусное. Можно брать и кушать. Пока отставляю в сторону. Для манки мне понадобится пакет молока. В нем 900 грамм, поэтому в рецепте столько и указываю. Но выливаю в кастрюлю не все. Отделила 150 грамм. Это ставлю на огонь, пусть греется. А в чашку высыпаю соль, сахар и всю манную крупу. Все это хорошо перемешиваю. Молоко обязательно должно быть холодным. Тогда манка не схватится комочками, хорошо в нем разойдется. Посмотрите, вся она крупиночками, никаких комочков. Время от времени помешиваю, чтобы молоко не сбежало. И довожу до кипения. Вот начинается кипение, уменьшаю огонь и вливаю сюда подготовленную манку. Еще раз ее перемешиваю, потому что она там оседает на дну. И струечкой вливаю, продолжая помешивать молоко, чтобы она там не заварилась комочками. Возьму пошире лопатку. И не оставляйте ее в покое до закипания. Все время помешивайте. Иначе она осядет на дно, схватится там коржом и не размешается потом до однородности. Вот посмотрите, манка начинает густеть. Никаких комочков. Однородная. Покажу еще ложку с этой стороны. Огонь не увеличиваю. Так, время от времени останавливаюсь. И вот видно, что кипение уже началось. Такие бульки, как на заварном креме. Еще немного уменьшаю огонь
Накрываю и даю покипеть около 3 минут. Время от времени буду помешивать. Видно, что манка густая, но однородная. Добавляю сюда пюре. И каждую порцию хорошо перемешиваю с манкой. Пюре горячее, поэтому каша сразу же продолжает кипеть. Так, выливаю сюда все оставшееся. Сейчас переставлю на маленькую конфорку и хорошо перемешиваю. Как только сейчас закипит, проварю еще пару минут, и каша полностью готова. Можете взять венчик, если вам так удобнее будет зачищать донышко. Но обязательно помешивайте, чтобы там ничего не подгорало. Вот, каша начинает дышать, сейчас закипит. С этого момента провариваю пару минут, и каша полностью готова. Она получается очень вкусная. По желанию можете добавить ванильный сахар, пакетик. Это уже в конце приготовления. А вот сливочное масло обязательно. Добавляю сливочное масло. Это для тех, кто любит кашу холодной, потому что она вкусная не только в горячем виде, но и в остывшем, и даже холодная после холодильника. Чистой лопаткой зачищаю стенки, накрываю сразу бумажным полотенцем в 2 слоя и только потом крышкой, чтобы испарина с крышки не стекала на кашу. И так оставляю где-то на 15-20 минут. Видите, никаких комочков. Красивая каша, красивая, ароматная, вкусная. Пока горячая вот такая вот жидкая, но при остывании остынет, и можно будет нарезать ножом. Если в каше любите больше сливочного масла, можете в горячую еще немножко добавить. Готовьте з удовольствием і приятного вам апетита. Ну а якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди бажаю вам всього найкращого.